Привет всем! In this video, I want to answer a question. Should I start or continue learning the Russian language? And this video will be entirely in Russian, so if you haven't started learning Russian yet, please turn on English subtitles. Let's start. Этот вопрос, стоит ли мне продолжать или начинать изучать русский язык, задают мне некоторые зрители моего канала и слушатели подкаста. И я решил записать это видео для них. Я понимаю, что этот вопрос у студентов начал возникать на фоне событий, которые начались в феврале 2020 года и, к сожалению, продолжаются до сих пор. Для кого-то то, что я скажу, может быть очевидно. Для кого-то это может быть важно услышать. Для кого-то это будет лишним поводом вылить весь накопившийся внутри гнев. Что ж, пусть будет так. Давайте поговорим про язык. Что вообще такое язык, по моему мнению? Язык — это инструмент. Язык — это способ коммуникации, способ общения. С помощью языка принимаются приказы лишить кого-то жизни или спасти чью-то жизнь. С помощью языка можно начать войну или остановить войну. Именно с помощью языка можно понять, почему произошло то или иное событие. Если идти глубже, то язык — это способ по-другому увидеть мир. Каждый новый язык открывает для тебя новый взгляд на мир. И на людей. Например, в русском языке есть глаголы движения с большим количеством приставок. Конечно, их сложно выучить и употреблять правильно. Однако эти глаголы позволяют вам называть те действия, которые, можно сказать, раньше для вас не существовали. Так как если нет слова, то по сути нет и явления. Язык не принадлежит ни одной стране. Язык не принадлежит одному человеку или какой-то группе людей, даже если эта группа имеет много денег или большое влияние. Язык не принадлежит нации, хотя у нации может быть национальный язык. Язык принадлежит каждому человеку, который каким-либо образом использует его. Неважно, какой у вас словарный запас, 20 тысяч слов или 200 слов, язык принадлежит вам. Язык не имеет политической позиции. Не бывает либерального или коммунистического или демократического языка. Не бывает левого или правого языка. Изучение или говорение на иностранном языке не делает говорящего приверженцем или адептом какой-то конкретной страны, политической партии или каких-то других взглядов на жизнь, на государство, на общество. Что дает человеку знание иностранного языка? Познание других культур и других стран. Язык открывает доступ к тому наследию, которое производили деятели культуры и искусства. Язык открывает доступ к новым мыслям и к новым идеям. Язык дает возможность понять глубже, что происходит, почему происходят конфликты, и дает возможность для коммуникации, чтобы этих конфликтов избегать. О проблемах России, о ее достижениях и о ее трагедиях. Некоторые СМИ сейчас ассоциируют происходящее в Украине с русским языком и с русской культурой.
Эти люди пытаются политизировать язык и культуру, но они, наверное, не понимают, что это сделать невозможно. Глупо, очень глупо пытаться отменить или запретить то, что всегда боролось за мир, за человечество, за гуманизм. Многие подписчики писали мне, что сейчас используют русский язык для помощи беженцам, украинским беженцам в странах Европы. Язык не делит людей на своих и чужих. Если люди говорят на одном языке, то здесь нету границ между ними. Многие люди в России также помогают беженцам с Украины, используя русский язык. Именно на русском языке, ну и немного на французском, Лев Толстой показывал напрасность, ненужность, абсурдность войны в своем романе «Война и мир». Федор Михайлович Достоевский и другие русские писатели именно на русском языке раскрывали человеческие пороки и призывали людей к спасению души. Во всех странах были и счастливые, и трагические моменты истории. И Россия не исключение. Я уверен, что ни русскому языку, ни русской культуре ничего не угрожает. Они не уйдут, они не исчезнут. Хотя некоторые политизированные товарищи пытаются кого-то в этом убедить. События, которые произошли в середине 20 века, не изменили нашего отношения к немецкому языку или к итальянскому языку. События конца 20 века, начала 21 века не изменили нашего отношения к английскому языку. Не имеет никакого смысла ассоциировать язык или культуру с теми событиями, которые происходят сейчас, и игнорировать все сотни или тысячи лет, которые были до этого. Наоборот, именно культура помогает нам избежать страшных ошибок, которые совершают бескультурные люди. А язык — это доступ к этой культуре. Язык помогает нам понять причины, почему эта ситуация произошла, почему та ситуация произошла, что думают люди, что на самом деле происходит, как избежать трагических моментов. Я думаю, что вам нужно определить для себя, почему вы учите или почему вы хотите начать изучать русский язык. Ради чего вы учите русский язык? Чтобы читать о том, что делают и делали и будут делать бескультурные люди? Или чтобы познавать мир, читать хорошие книги и общаться с культурными людьми? Ответьте себе на этот вопрос. Я убежден, что невозможно понять Россию без знания русского языка. Я убежден, что невозможно понять русскую душу без русского языка. Людям не нужно противостояние. Людям нужно понимание друг друга. И язык — это путь к этому пониманию. Я убежден, что самое лучшее время для того, чтобы начать или продолжать изучать русский язык, это сегодня и прямо сейчас. Удачи вам и до встречи в следующем видео.